Исследование будущего с Жаком Фреско, руководителем проекта Венера. В чем заключается основная цель проекта Венера? Проект Венера был создан как попытка решения актуальных проблем в нашей стране и во всех других странах. С приходом автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта человеческий труд будет замещаться машинным во всех областях. Большинство людей полагают, что заменены будут только заводские рабочие на конвейерах, которые затягивают болты, но не они сами. Ведь у меня есть разум и интеллект, а их не заменить, считают они. Могут ли машины превзойти своего создателя? Сегодня в большинстве крупных компаний установлены машины, способные распознавать речь. Они понимают ваши вопросы, понимают ваши ответы. И машины становятся все более и более технически сложными. Однажды кто-то задал мне вопрос: а сможет ли машина когда-нибудь превзойти по эффективности своего проектировщика? Ведь не может же она быть умнее человека, который ее создал. Что ж, я знаю одного хлипкого инженера, который спроектировал машину для поднятия и опрокидывания грузовых вагонов. Человеку это не под силу. Машина всегда превосходит своего создателя. Инженер на заводе Coca-Cola не может двигать бутылки быстрее, чем машина. Кого заменят компьютеры? Я все время слышу: ну уж меня они никогда не заменят. Заменить можно любого человека в любой области. Для тех из вас, кто еще не знаком с этим фактом, расскажу, что уже сегодня разрабатываются и экспериментально используются машины для проведения хирургических операций на мозге без помощи человека. Что произойдет в области фотографии и видео? В будущем камеры будут следовать за актером и фокусироваться автоматически. За камерой не будет стоять человек. Также в будущем не потребуется большая часть актерской работы. Голову актера снимут во всех позициях со всевозможными движениями губ и создадут своих персонажей. В телепрограммах будут ведущие, которых не существует. Это будут сгенерированные цветные изображения, например, милая пожилая женщина с седыми волосами. Все будет смоделированным, и вы научитесь любить этих актеров. Как-то мне сказали: если мне известно, что изображения были сгенерированы, и эти люди не настоящие, то у меня не возникнет к ним никаких чувств. А вы знаете, у скольких людей вызывают слезы мультфильмы Уолта Диснея? Что не так с современным обществом? Мы живем в прошлом. Наше общество стремительно скатывается вниз. Повышается преступность, система образования не справляется со своей задачей. Наше преимущество в производственной эффективности по отношению к другим странам уменьшается. Мы становимся менее способными к инновациям. Когда-то наша страна занимала первое место по числу изобретений. Сегодня мы на 18-м месте и постепенно скатываемся вниз. Именно это и беспокоит меня. Меня беспокоит общее направление, в котором движется общество. Цель проекта Венера в том, чтобы перепроектировать наше общество не согласно моим желаниям, а в соответствии с нуждами всех людей. Перестроить общество так, чтобы оно функционировало. Так, чтобы, когда на заводах появляются новые машины, вместо того, чтобы работать 5 часов в день, вы бы работали только 2. Рабочая неделя сократилась бы до 3 дней, а зарплата увеличилась. Вот как я хочу использовать машины. В чем заключаются преимущества общества, не использующего деньги? Сегодняшнее общество функционирует как денежная система. Деньги используются в качестве средства расчетов за работу и услуги любого вида. Бесспорно, деньги создают стимул для работы, однако они также создают стимул для коррупции и хищения средств. С другой стороны, проект Венера — это не денежная система. Теперь подумайте вот о чем. Когда начинается экономический кризис, то по-прежнему есть достаточно автомобилей, пылесосов и домов, но у людей нет денег, чтобы купить их. Планета на прежнем месте, так что же произошло? Люди придумали набор правил и по этим правилам живут. Но если жить согласно естественным законам, я говорю не о законах, созданных людьми, а о законах природы. Если вы едите вредную пищу, то заболеете независимо от ваших убеждений. Если вы недостаточно спите, то свалитесь от изнеможения. Это закон природы. В проекте Венера мы придерживаемся естественных законов, чтобы люди учились жить наиболее эффективно.
Проект Венера — это не монетарная, а ресурсно-ориентированная экономика. Сегодня и в Америке, и во всем мире достаточно ресурсов, чтобы построить что угодно для кого угодно. Нет никаких причин для существования бездомных и голодающих. У нас есть все технологии, способные обеспечить нужды каждого, и более того. Причем быстро. Я говорю не о 100 годах. Потребуется всего 10 лет, чтобы превратить Землю в Эдемский сад, если мы сами захотим этого. Как может общество функционировать без денег? С устранением денежной системы исчезнут и все экономические проблемы, больше никаких грабежей и преступности, поскольку в центре города будет точка снабжения, куда каждый сможет пойти и взять камеру или набор химика или микроскоп, без какой-либо платы, без заполнения каких-либо бумаг, без прохождения каких-либо комиссий, все будет доступным. Так же, как это было на Тихоокеанских островах 60 лет назад. Местные жители собирали бананы с деревьев и ели их, собирали гуаву и кокосы. Невозможно было продать бананы, как невозможно продать песок и соленую воду, ведь их было так много рыбы, что никто не спорил из-за нее, они никогда не работали. Они лишь плавали на своих каноэ, ловили рыбу, ныряли, веселились. И у полинезийцев не было слова «работа». Вы знали об этом? Разве это не потрясающе? И я думаю, что мы движемся в этом направлении, к исчезновению понятия «работа». Вы сможете опять вернуться к учебе, заняться искусством, музыкой, театром, свободно путешествовать, нырять с аквалангом, размышлять, писать книги, снимать фильмы, делать все, что только пожелаете. Это наша цель, к этому мы стремимся. Если мы не добьемся этих перемен, то катастрофическая череда человеческих страданий и несчастья будет медленно продолжаться и, возможно, приведет к какой-нибудь форме диктатуры, чего я дико боюсь. Проект Венера создан как попытка избежать подобных проблем. Как будут выглядеть наши дома? Проектирование домов в будущем будет совершенно не похожим на современный процесс. Вы будете сидеть напротив полусферы вместе со своей женой, если вы женаты, и скажете вслух: «Я хотел бы дом площадью примерно 200-300 квадратных метров». И он появится в полусфере. Вы скажете: «Нет, форма должна быть более округлой», и форма тут же изменится. Потом ваша жена скажет: «Тебе не кажется, что кухня немного тесновата?» И кухня будет расширяться во время вашего обсуждения, компьютер будет понимать язык, и вы увидите, как перед вами появляется здание. Затем вы обратите внимание на балкон над озером, и ваша жена скажет: «Может увеличить балкон еще на 1 метр?» И он увеличится. Вы скажете: «То, что нужно», и забирайте чертеж. Больше не будет: «Я архитектор, и я спроектирую дом для вас». Это не для вас. Я же говорю о настоящей демократии, в которой вы принимаете участие лично. Разумеется, для детей в доме будет отдельная часть, потому что обычный унитаз для них слишком большой, они могут провалиться в него, до раковины они не дотягиваются, электрические розетки опасны, это как будто вы живете с великанами. Поэтому в детской части дома все будет меньше, и вместе с ростом детей обстановка будет меняться. Не это ли любовь, доброта и гуманность? Многие думают, что проект Венера — это технический проект о компьютерах и научном оборудовании. Ничего подобного. Все научное и техническое оборудование для меня — это просто миллионы тонн хлама, если они не улучшают жизни людей. Способен ли человек изменить свое мнение? В действительности, ни один человек не способен изменить свое мнение. Вот как это происходит. В поле один фермер говорит другому: «Да ни за что, у братьев Райт не получится сделать самолет». И вдруг над ним пролетает самолет. Фермер тут же: «Знаешь, Джон, я изменил свое мнение». Нет, оно было изменено событием. Многие люди когда-то не верили, что увидят корабли, отправляющиеся к далеким планетам, или человека, гуляющего по Луне. А когда увидели, что они сказали: «Знаешь, я изменил свое мнение». Оно было изменено, а это совсем другое. Нельзя открыть голову, перестроить свой образ мышления и снова закрыть. Это невозможно. Нельзя изменить свое мнение. Однако мы можем становиться более информированными, мы можем приобретать больше знаний, именно они изменяют нас. К чему стремится проект Венера? Мы хотим превратить то, о чем говорят все религии мира, в рабочий процесс под названием «Проект Венера».
Это не технократическая диктатура, это не 1984 или дивный новый мир. Напротив, это применение лучших научных и технологических достижений человечества для восстановления экологии Земли. Для сбора радиоактивных материалов, которые мы разбросали тут и там, и поиска применения для них. Для проведения исследований и создания разработок с целью улучшения человеческих взаимоотношений и систем. Именно этому и посвящен проект Венера.